Всем доброго раннего утра. Дорогие друзья, есть такое выражение «долг платежом красен». И это выражение не случайно придумано. Пока человек должен кому-либо, он как в рабстве у того, кому должен. И неважно, что вы должны. Деньги вы должны, имущество должны, кредит должны закрыть. Что бы там ни было, но жизнь в долг – это очень скверная вещь. Во-первых, потому что долг – это как воронка, которая забирает твою энергию. Если где-то у тебя есть незавершенное дело, это дело будет тянуть с тебя энергию, силу, деньги все время. Поэтому старайтесь не быть должны. Лучше подождите немного, накопите и купите то, что вы хотели купить, но при этом знайте, что вы никому ничего не обязаны. Потому что эта воронка, которая открывается, очень тяжело потом закрыть. И все люди, которые берут кредит хотя бы раз, знают, что теперь они будут брать постоянно. Один кредит закрывают, открывают другой, другой закрывает третий. И вот так до бесконечности всю жизнь в долгах. Не дается им не складываются обстоятельства так, чтобы расплатиться, закрыть и больше не брать. Человек вынужден вновь и вновь делать одно и то же – брать долг. Итак, как сделать так, чтобы обстоятельства сложились таким образом, чтобы закрыть этот долг? Закрыть, завершить и больше не брать. Чтобы все сложилось так, чтобы не приходилось больше брать в долг. Сегодня я подарю вам ритуал, несколько ритуалов, как быстро избавиться от долгов. Конечно, за вас никто эти долги не отдаст. Если у вас есть возможность продать дом и расплатиться, и закрыть, лучше это сделать. Ну, если у вас есть дополнительное жилье, я имею в виду. Потому что пока этот долг на вас висит, у вас в жизни некая воронка, которая будет без конца забирать вашу силу, вашу удачу на себя. Эти ритуалы, которые я вам дарю, помогут вам быстро избавиться от долгов. То есть обстоятельства сложатся так, чтобы вы по новой не брали в долг, чтобы вы закрыли этот долг. Итак, первый ритуал. Вам понадобится восковая свеча, белый лист бумаги, камень и черная нить или, может быть, черная ленточка. Зажигайте свечу, пишите на листе бумаги точную сумму, сколько вы должны, без стеснения. Вот сколько кому должны, все это плюсуете и пишите полную цифру. Зажигайте свечу. Значит, ставите камень посреди этого белого листа. Читаете 13 раз. Завязывайте узлом этот лист, то есть камень внутри, и уносите туда, где у вас пруд, болото, озеро, море, стоящая вода, не протекающая, потому что течение, если вы бросите в реку, этих долгов станет больше. Учтите, если я говорю что-то, надо делать как положено. Итак,
Сначала читать 6 раз. Подождать, пока свеча растает. Этот воск можно выкинуть, это уже не имеет значения. Взять этот камень, подойти к пруду, к озеру, к болоту, к морю, кинуть камень и 3 раза сверху сказать, отвернуться и уйти. У вас обстоятельства сложатся так, что вы за короткое время отдадите все долги. Итак, как свеча тает от пламени огня, так мои долги покидают меня. Свеча тает, вселенная долги мои уменьшает и закрывает. Долгам быстрее закрыться, а мне от них отвязаться, избавиться, освободиться. Аминь. 6 раз прочитали, подождали, пока свеча растает, воск. Взяли эту бумагу, значит, завязали в узел сверху вот черной нитью и идем к водному пространству. Кинуть туда и сверху 3 раза сказать: камень пропал в воде, не поднимется. Долги мои скинут, меня покинут, от них избавлюсь, освобожусь. Боги мне в помощь, заклинаю. 3 раза говорите и уходите, не глядя. Это первое. Второй момент. На безымянной могиле. Либо на могиле с вашим именем. Но если с вашим именем не найдете, на безымянной могиле. Приходите, приносите водку, льете водку на могилу, половину можно вылить и поставить рядом. Это безопасно для вас, для обычного человека, поэтому можете сделать. Повернитесь спиной к ограде, говорите 6 раз или читайте 6 раз и уходите. И вы на это кладбище ровно 6 лет не должны вообще ни ногой. Поэтому идите на такое кладбище, куда вам не придется еще раз прийти. Вы на это кладбище зайти не должны. 6 лет не зайдете, все, ваши долги остановятся. Но не за 6 лет, намного раньше, но 6 лет зайти вам туда нельзя. Сделать это нужно хотя бы после 3 днем. Говорить нужно следующее. Я ухожу, свои долги не унесу. Как мертвяк в земле похоронен, так я долги свои хороню. Как тебя, покойник, если имя не знаете, на свете нет больше, так и долгов моих нет. Ты по земле не ходишь, не бродишь, так и мои долги умрут, и за мной не пойдут. Долги оставляю здесь и ухожу. Освободилась. Аминь. 6 раз сказали и ушли без оглядки. Даже если вам покажется, что кто-то вас позвал, не поворачивайтесь. Бывает такое. Потому что то бедствие, которое вы оставляете, того беса, который вы скидываете, а каждая сфера человеческой боли имеет своего покровителя, свою злую силу, потому как бесы в основном для этого существуют. Это низменные демоны, которые в основном питаются нашими отрицательной энергией, слезами, болью. И они очень не хотят отвязаться, поскольку мы для них как корм. Они за счет этого и существуют здесь, понимаете? Питаются. И, естественно, чем больше у вас будет долгов, чем больше вы будете в проблемах, тем выгоднее для этих сил, поскольку они все время будут получать эту отрицательную энергию и усиливаться. И когда вы их оставляете, почему говорят, не поворачивайтесь, когда вы их оставляете, они делают все для того, чтобы вы повернулись. Если вы поворачиваетесь, они смотрят вам в глаза. Вы их не видите, они вас увидели. И они снова имеют право за вами идти. Но если вы не повернулись, значит, все получилось.
Повернулись, испортили все. Через пару дней можете повторить. Значит, на огонь и воду. Опять же, белая бумага, белый лист бумаги, ручка или карандаш. Первое. Пишем, опять же, точную сумму долга, сколько вы должны. Не по именам там этому столько, а вот общую сумму посчитали, сколько вы должны. Сожгли. Нет, прочитали сначала, потом сожгли этот лист бумаги и развеяли по ветру. То есть открыли форточку, когда он уже как бы в пепел превратился, остыл, выпускаете. Потом читайте на воду. Это бесхитростные, но очень сильные ритуалы, которые помогали многим. Поскольку много людей начали просить, вот чтобы с долгами сделать, я вам это дарю. Обстоятельства сложатся так, что вы быстро отдадите долги. За вас никто отдавать не будет, и вы чемодан с деньгами не найдете однозначно. Но все получится таким образом, либо банк простит вам, либо помогут кто-нибудь отдать сразу, да, закрыть, либо вы сами отдадите своим трудом, много будете получать, но при этом уже новые долги не будут приходить, и в конце концов от них избавитесь. Пишите на листе бумаги полную сумму вашего долга. Читайте 6 раз. Огонь жгучий, пламя священного огня, гори, пылай, мои долги сжигай, уничтожай, уменьшай. Мои долги испепели, от них меня избави. Да будет так. 6 раз прочитали, и теперь сожгли. Сожгли и положите в пепельницу или там какую-нибудь емкость, поставьте что-нибудь такое, естественно, от огня. И вот пока горит бумага, вы говорите, постарайтесь, чтобы все сгорело. Если не сгорит, еще раз зажгите, ничего страшного. Лист бумаги горит, долги мои сгорают, да исчезают. Аминь. Прочитали, пока бумага горит. Пепел подождали чуть-чуть, пока она как бы остынет. Отпустили во Вселенную. Сели обратно. Берем воду теперь. Чистую воду. В какой-нибудь емкости. Снова читаем 6 раз на воду. Вечная вода, быстрая вода, чистая вода. Находишь всюду дорогу. Землю наполняешь, да не оскудеваешь. Дай тобой умыться, да напиться, прокормиться, усилиться от долгов. Дай выход, укажи, как избавиться. Да будет так, заклинаю. 6 раз прочитали, половину этой воды выпили, другой половиной умыли лицо и руки. Желательно вот этот ритуал делать вечером, в ночное время, то есть такое уже, когда солнце село. Можете эти ритуалы все делать сразу, можете иногда повторить, но за короткое время вы сможете свои долги отдать и избавиться. Это уже проверенный метод. Только не ленитесь и делайте. Удачи вам!